Я заблудился в горах в Испании. И если вы видите это видео, значит я выжил. Друзья, всем привет! Меня зовут Павел, я проживаю в Испании, занимаюсь продажей недвижимости и строительством. Плюс я еще рассказываю о семейных буднях, об адаптации в этой чудесной стране. Сегодня выпуск необычный. Сегодня я выехал в городок Альтея, это побережье Коста-Бланка, провинция Аликанте, и я ищу земли под строительство вилл. У меня есть ряд земель, которые я хочу посмотреть. Я приехал сюда, хочу показать вам, как я их нахожу, как я выбираю земли под строительство объектов. И это будет целый ряд выпусков, целый проект. О, Господи, я иду, и что-то везде что-то пшикает, хрюкает, нюхает. Это попозже. Это будет, в общем, целый проект, несколько выпусков. Будет довольно-таки интересно. Поэтому обязательно подписывайтесь. Это очень важно. Напишите комментарий, поставьте лайк. Это очень важно для Ютуба, для моего канала. В общем, будет интересно, друзья. Вперед. Так, ну здесь явно кто-то живет, потому что какие-то подштанники тут валяются. Посмотрите, вокруг какие горы. Я вот по такой проселочной дороге двигался на автомобиле. И видите, здесь сначала был асфальт, потом он прервался. И вот такой вот гравий. Такая дорога уже, естественно, по которой будет не очень удобно ехать. Но посмотрите, друзья, какой вид! Это просто что-то космически нереальное. Кто говорит то, что в Испании нет зелени? Вы посмотрите на эту красоту. Вот она и зелень, море. А такой запах здесь, друзья. Единственное, что немножко страшно, потому что здесь какая-то глушь. И вообще, я пока ехал, у меня пропал интернет, пропал GPS. Но я буду двигаться дальше по этой проселочной дороге в сторону первого участка. Погнали! Я предполагаю, что участок будет находиться где-то вот на этой части горы, потому что здесь вот уже построены современные виллы. Ну, то есть мы не первые, кто здесь уже хочет строить. Посмотрите, какой вид открывается на Бенидорм. Бомба, друзья, обалдеть. Ребята, представляете чувство вот этого мужчины? Он купил виллу за 2 миллиона евро. Время 9 утра. И вместо того, чтобы пить кофе, над ним экскаватор долбит гору. 2 миллиона евро, и над тобой долбит гору. Поэтому я никогда не продам клиенту виллу, зная за 2 миллиона, зная то, что над ним будет происходить вот это. Обращайтесь к проверенным риэлторам, друзья, к Павлику. Так, ну что, участок номер 1. Ты приехал его посмотреть. Здесь будет обрыв, поэтому очень много бетона придется заливать. Но вид на такую живописную долину, и там вот виднеется город Бенидорм. Вид, конечно, очень крутой. Жалко, не видно моря, но все-таки вид очень красивый. Ну и, как я сказал, немаловажно, то, что здесь уже построены и строятся виллы в современном стиле. И это уже говорит о том, что когда застроится этот маленький райончик, то у него будет такой интересный, уже полноценный готовый вид. Классно, классно. Нравится. Первый участок огонь. Первый участок у нас по цене 250 тысяч евро. 900 квадратных метров почти. Понравился, очень понравился. Я прям его отметил. Едем дальше. Вот здесь я внизу смотрел вот этот первый участок. Я поднялся просто чуть-чуть повыше. Друзья, ну, я не знаю, что сказать. Ну, это просто волшебство. Это волшебство. Посмотрите, какая красота, боже мой. Ведь у кого-то вот здесь уже построена вилла, вот с таким инфинити бассейном, и каждое утро он наслаждается вот этим видом, и этим морем, и этой атмосферой. И вы тоже можете стать этим счастливчиком. Просто напишите мне в директ. Все ссылки на мои соцсети в описании к этому ролику. Так, я приехал на точку номер 2, на участок номер 2. Сзади меня увидите, да, какие виды. Фа! А вот участок. Он уже частично, я вижу, подготовлен. То есть видно, здесь что-то уже хотели строить. Потому что, видите, да, разные уровни. И здесь уже вырыли вот такую вот нишу, назовем ее так, под дом. Я, на самом деле, полгода назад уже видел этот участок, но он до сих пор продается. Но виды здесь хорошие. Здесь уже прям вот ярко видно море. Другой вопрос, а как построить здесь дом? Как его расположить, чтобы как раз это море было видно. Потому что здесь вот этот дом, он немножко преграждает. Так, я поднялся чуть-чуть повыше. Вот она, эта яма, где, по идее, должен будет расположен дом. Ну, по идее, если даже в этой яме строить дом, то сначала идет нулевой этаж. Первый этаж будет на уровне как раз, где я стою.
И от дороги нужно отступить 5 метров. Ну, получается, как раз вот эта точка, это та точка, где будет, ну, допустим, расположена главная спальня вот с таким вот видом. То есть вид на море. Да, он будет не прямой, потому что либо дом нужно будет вот так вот развернуть, то есть не параллельно дороге, чтобы он был, да, а вот так немножко повернут. И тем самым мы добьемся как раз вот этого вида. Вида на море, а с левой стороны вид на горы. Как раз первый участок мы смотрели с вами вон там. Вот прям где я пальчиком показываю. Даже не знаю, как его оценить. Ой, даже не знаю. Как бы вид на море есть, но он будет не прямой. Поэтому, наверное, ну он пока делит первое место с первым участком. Участок номер 2. Поехали дальше. Так, друзья, а я сейчас посмотрел цену второго участка и размер. 940 квадратных метров участок и цена 230 тысяч евро. Получается, он и больше, и дешевле. Блин, он у нас сейчас на первом месте. Приехал смотреть третий участок и слышал русскую речь за забором. Но самое интересное, я слышал здесь не только русскую речь, я слышал здесь курочек и петушков у него за забором. Короче, я на третий участок приехал, но мне кажется, это не он. Потому что в объявлении там, он большой, как этот, но там виды на море были. Где? Здесь виды на море. Я их не вижу. Либо очередной обман со стороны риэлторов. Не знаю, сейчас будем разбираться. Слушайте, я же человек простой. Мне все-таки сказали риэлторы то, что это он, и то, что видно море с этого участка. Я тут вот поднялся. Я уже поднялся на самую высокую точку. Вот она. Вот здесь вот находится. Здесь какой-то старый дом. Вообще непонятно. Это ему принадлежит. Вот вы видите море? Я нет. А риэлтор, который продает этот участок, говорит, вид на море есть. Не знаю, может быть, если он когда-то был, когда-то сквозь деревья, он там виднелся, но его нет. Так что третий участок мы ставим оценку 0. И агентству недвижимости, который нам сбросил точку на этот участок, мы тоже ставим 0. С такими людьми работать больше нельзя. Тратят и свое время, и мое, и ваше. Про русского мужика. Короче, вот где курочки. Ну, короче, он вышел такой ко мне. Говорит, слышу русскую речь. Ну и подходит, спрашивает, ты ремонтами, что ли, занимаешься? Мне ремонт тут нужно сделать, капец. Короче, клиентов можно вот так вот находить, просто вот среди бела дня, просто езжу у участки, ища. И все, я говорю, да нет, мы хотим тут участок купить, строиться хотим. И он мне про всех соседей рассказал. Тут вот немцы живут, они очень редко приезжают, у них участок запущенный. Вот тут французы, они дом продают. Тут вот англичане живут, хотели срубить дерево, на них настучала другая соседка немка, у них сейчас проблемы. Короче, рассказал просто всю Санту-Барбару, всех своих соседей. Но прикольно. То, что люди идут сразу так быстро на контакт, и ты уже знаешь, куда тебе двигаться, даже вплоть до того, что я могу сейчас вот подъехать к этому желтому дому, к французам, и я уже знаю то, что они продают дом, и взять его на продажу. А почему нет? Виды в Альтеа, конечно, крутые, но главный минус вот для меня, да, это серпантин. Серпантин, и во многих местах это разбитые дороги. Но на машине, на низкой, здесь вообще очень сложно проехать. Такие повороты. Ну, вот имейте сразу в виду, ребята, если хотите крутые виды, нужно покупать недвижимость в горах. Но придется вот так вот мучиться. Чувствуете, да, как вот машину шатает? Не везде, конечно, такие серпантины. Есть районы, где их гораздо меньше. Но все равно для некоторых подъезд к своему жилищу – это очень важная составляющая. Приехал на участок номер 4. Так, сразу к минусам, друзья. Вот сверху здесь проездная дорога, шум. Виды, конечно, впечатляющие. Смотрите, видно Алтею, католический костел Алтеи. С правой стороны даже видно кусочек Бенидорма. Виды красивые, не спорю. И здесь видно море, но впереди, вот там, где море, это трасса А7, магистраль.
3 полосы в каждую сторону. С утра до поздней ночи здесь постоянный трафик. Давайте прислушаемся чуть-чуть. Шумновато. Ну вот прям шумновато реально. И сзади меня машина проехала, и там постоянно машины. Ну, только если здесь как-то сделать, не знаю, водичка, фонтанчик, и, может быть, не будет слышно. Шумновато. Но сам участок, он вот здесь вот узкий. И вот туда, когда мы проходим, он там немножко уже расширяется. То есть вот эта часть участка, она самая, получается, широкая. И, по идее, дом нужно расположить как раз вот здесь вот. Откуда и будет самый красивый вид, который я до этого показал. 2000 квадратных метров, он довольно-таки большой. Да, он вытянутый, немножко неудобный, такая форма странная. Цена 250 тысяч евро. Несмотря на то, что открываются красивые виды на старый город Алтея, блин, сам городок очень красивый, я сниму обязательно целое видео про этот город. На море главный минус — это шум. Это шум. То есть здесь не будет прям так комфортно. А учитывая виллу, которую мы хотим построить в районе 2 миллионов, этому участку мы поставим по 10-бальной шкале, ну, оценку 6. Поэтому его, скорее всего, мы пока рассматривать не будем. Едем дальше. Еще сразу вот минус. Это выезд из этого участка. Вот смотрите, это двустороннее движение. Двустороннее здесь. Ну, и как здесь разъедутся машины? Однозначно, все, этот участок мы отметаем. Друзья, я приехал на 5-й участок. Очень интересный. Но покажу я вам его уже во втором видео. Чтобы не получилось такое длинное видео и чтобы вы не устали, я решил его разбить на 2. Поэтому обязательно подпишитесь. Обязательно поставьте лайк, напишите, пожалуйста, комментарий. Это очень важно для того, чтобы это видео попало в рекомендации. И только благодаря вам оно попадет в рекомендации. Ребята, вы видите это? Вы видите это? Я не верю просто своим глазам. Это самая красивая точка Алтеи. Боже, это просто бесподобная красота. Нереальная красота. Это фантастика. Блин, это просто фантастика. Если вы видите это видео, вы самый счастливый человек, такой же, как и я. Ребята, следующие участки я буду показывать в самой красивой точке Алтеи. Это Алтея Хиллз, которая находится буквально в нескольких метрах от нас. Но я вам уже покажу это в следующем видеоролике. Поэтому обязательно подпишитесь, обязательно поставьте лайк этому видео, напишите ваш комментарий, потому что только от вас зависит то, что этот ролик попадет в рекомендации. Только от вас. Я вас очень прошу. Поэтому обязательно еще раз поставьте лайк. Напишите любой абсолютно комментарий. Подпишитесь на мои социальные сети. Они все есть в комментарии к этому видео, в закрепе к этому видео. Увидимся в следующем видеоролике. Это будет фантастика.